Всем доброе утро. Сейчас начало лета, 10 июня. У меня выходной, и это отличный повод сварить пиво дома. Летом хочется всегда легкого, освежающего пивка, с кислинкой бодрящей, поэтому сегодня будем делать малиновый саур. Варить будем на обычной китайской пивоварне 30 литров. Вчера подготовленная вода через осмос греется. И здесь греется также вода на промывку, тоже через осмос. Воду для варки я подготавливаю заранее, за день до варки. Стоит обратный осмос, очистка. Самая обычная дешевая китайская. Подключенная. Давление очень низкое, поэтому, чтобы наполнить 30 литров бочку, чуть меньше, нужно много часов. Чтобы вы понимали, течет вот так. Оставляю на вечер. Солод я молю по старинке, вручную. Уже все купил, шуруповерт, но как-то руки не доходят все это сделать. Использовать будем для кисляка, для базы пилснер и вайцен. Для базы нам больше ничего и не надо. Всего засыпь будет 1 к 4, 6 килограммов солода на 24 воды. И берем пропорцию пилснера 4 килограмма и вайцена 2 килограмма. Солод помололи. Вода уже тоже готова для засыпи. И промывочная вода у нас тоже уже нагрелась. И можно сделать паузу и выпить кофе. Так, все готово к засыпи. Эта пивоварня устроена так, что у нее есть сито. С фильтр дном. Не забываем ее ставить. Пару раз я забыл. И пришлось чистить всю пивоварню, разбирать полностью. Поэтому не забываем. Пивоварня автоматическая, можно выставить много режимов, но я выставляю все вручную, каждую паузу. Все равно никуда далеко не уйдешь. Засыпаться будем на 51-52 градусной паузе, буквально 10 минут. И потом пойдем дальше. Так, что нам понадобится перед тем, как засыпать солод? Надо посолить воду. Для этого используем кальций хлор и калий СО4. Можно посчитать по калькулятору. У нас вода с осмоса
Берем за 0 и смотрим по калькулятору. Профиль воды берем для IPA. Важно это особенно, если мы делаем IPA стауты. Подчеркиваю вкус, полноту. Кальцием СО4 подчеркиваем хмель. Так, это мы солим воду. Перемешивание включили и засыпаем соус. Потихоньку. Нам спешить некуда, чтобы не было комочков. После того, как внесли весь солод, перемешиваем, чтобы не было комочков, так сказать, затираем. И можно добавлять антиоксидант Брютан Би. Брютан Би сейчас сложно достать. Заказывался он из Швеции. Я использую 0,4 грамма в начале затирания. Так, мы прошли первую паузу белковую. 51 градус 10 минут. Идем на сахаривание на паузу 68 градусов на 40 минут. Как раз пока поднимается температура, можно проверить pH. pH у нас получился 5,4. В принципе нормально, но для лучшей работы ферментов можем опустить немножко на 5,1, 5,2 молочной кислотой, совсем немного. pH получился 5,2. Это нас устраивает. В домашних условиях приходится делать все руками. Мешалки нету. Ну и крышку долго открытой оставлять нежелательно. Кислород и тут попадает. Пауза 68 градусов, 40 минут. Пока идет затирание, не тратим время и подготавливаем бродильную емкость. Она у нас 30 литров. Для этого используем Starsan. Этот Starsan написано 20 грамм миллилитров на 10 литров. И заливаем стоять час-два. Такая бродильная емкость с конусом, с верхним сливом. 30 литров. Можно регулировать высоту отбора. Все делается дома, в ванной. И заливаем Starsan. И пусть работает, что там должно работать. 40 минут прошли. И мы идем на паузу 72 градуса. 72 градуса, 20 минут, вполне достаточно. И 72-я пауза подходит к концу. Потом нагреваемся до мышаута 78 градусов буквально на пару минут. И фильтруемся. Так, мышаут у нас пару минут закончился, 78 градусов. Все процессы мы остановили. Теперь наш затор надо отфильтровать. Сусло отделить от дробины. Неприятный момент.
даже немного опасно. Как обычно намывают фильтровочный слой здесь? Обычно ковшиком. Пять, 10, 20, 50. Поэтому будем делать по-другому. Используем насос, который есть. Конечно, хорошо, что дробина оголилась. Погоняли уже сусло минут 5 на себя. Уже течет чистенькое. Так что можно уже промывочной водой делать промывку. Промывочную воду используем из-под осмоса. 75-71 градус. Базово по рецепту нужно использовать столько же столов, сколько и солода. То есть мы использовали 6 килограмм солода, значит 6 литров промывочной воды. Но потом будем догонять, уже смотреть по плотности. Плотность начальная перед кипом где-то 11-12 будет. Ну тут я с насосом пока ничего не придумал, поэтому ковшиком. Залили промывочную воду и оставим минут на 20, полчаса, пускай сливается. Ну и самый неприятный момент в этом всем деле — это выгружать дробину. Так как в квартире места нету, таза нету, чтобы это взять и куда-то поставить. Поэтому из этой конструкции прямо и выгружаю ведро и потихоньку. Сколько смогли, убрали. Мелочь можно смыть. Так, проверяем pH перед кипом. 5,3. Поднимает, сейчас скорректирует. Но уже хорошо. И будем смотреть плотность. Плотность получилась 14. Многовато. Так, добавили еще 3 литра воды, чтобы скорректировать плотность. Так. 12,5. Ну, пойдет. Воды больше и нет. pH у нас тоже в норме, 5,2. Отлично. 90 минут кипим. Через 10 минут после закипания будем добавлять хмель. Тот, что есть, открытый. Есть Коламбус с альфа-16. 10 грамм. И да, кипеть мы будем 90 минут. Делаем мы не по старой схеме с заквасками, йогуртами, а используем дрожжи от Лилиманда Филисауэр. Для ленивых просто их задаем как дрожжи. Они работают чуть дольше. Надо им где-то около недели закислить сферу. И потом начинают давить уже. Кипим уже 10 минут. Задаем хмель 10 грамм.
масло наше кипит уже час. А это значит, что осталось полчаса. И мы задаем хмель. «20 грамм Колумбуса придаст нам немножко горечи. Ну, в кисляке о вкусе и аромате хмеля говорить не приходится. Также до конца, за 10 минут до конца кипа будем солить. И за 5 минут до окончания кипа дадим 0,4 грамма глютамби. Подходит к концу наша варка. Осталось 15 минут кипа, поэтому закидываем чиллер для дезинфекции. За 10 минут до конца пошли у нас соли. Ну и за 5 минут до конца пошел глютамби. Закончили мы кипятить. Включили охлаждение. Ждем где-то 25 градусов. Переливание а-ля аэрация закончилось. Дрожжи я не разбраживаю, тем более эти. Засыпаем просто сверху. Так, что у нас получилось по факту? Где-то 25 литров плюс-минус сусла будущего пива. pH вышел 5,2. Чтобы следить потом, как он будет падать. Пивоварня вымотана, все оборудование готово для следующей варки. И после приятного рабочего, нерабочего дня можно порадовать себя самодельным пивом, которое уже готово. Это стаут с черной смородиной, не кисляк. Приготовлен просто как стаут и добавлена черная смородина 20%. Это позволило максимально оставить шоколадные, ну и все стаутовские нотки и добавить небольшую кислинку от смородины и аромат. Пробуем. Отлично. Просто супер. Прошли сутки после задачи дрожжей. Температура около 20 градусов. Активное брожение еще не наступило. Время померить pH и подснять брух. Хмель
Ну и всякую грязь, которая уже успела за сутки осесть. Плотность так и осталась 14. И pH через сутки 5,1. Упало, но немного. Второй день после задачи дрожжей. Дрожжи начали уже работать. pH уже опустился на 4,6. На четвертый день работы дрожжей pH упал на 3,9. За 5 дней дрожжи закислили сусло до 3,7. И можно проверить плотность. Дрожжи потихоньку кушают сахар. Плотность на 5-й день 13. 6-й день. И плотность 11. Так, наше пиво мы оставили бродить дома. И пришлось уехать в отпуск. В отпуске я в Люцерне. Ходим по городу и случайно забрели на новую пивоварню, которая делает как раз кислые пивасы. Пивоварня новая, называется Zweiblüt. Только что открылась. Сегодня первый день. Нам повезло, нас позвали знакомые пивовары на открытие. Люди пробуют пивас. Там видно бочки. Сортов где-то около 10 разных. Пробуем уже второе пиво. Пока наши готовятся дома. В швейцарском большом городе, на главном вокзале, есть такой магазинчик. Называется «Напитки мира». Здесь есть и крепкий алкоголь. И самое главное, что здесь очень много разного пива. И швейцарского, и со всего мира. И можно найти как сауры, так и классные New England IPA. На полках уже стоят сауры, которые мы дегустировали. И другие швейцарские пивоварни. Всякие подарочные наборчики. Немецкие пивоварни, Helles и Weizen. Кто будет в Швейцарии, неважно, на мотоцикле, машине, самолете, кто любит пиво, если любите пиво, то обязательно на главный вокзал этот магазинчик ищите. Итальянские крафтовые пивасы тоже есть. Да, в общем, со всей Европы крафтовики. Также бельгийцы, гюзешки, фламандцы. Также краптисты. Местный вкусный сидр. Чуфы, кваки, дювели. В Бельгию не надо ехать. Хотя скоро мы поедем. Зашли в местную пивоварню.
Люцернер бир. Прям с пивоварни можно купить пиво. Продолжается, мне повезло, позвали. Какой-то паб новый. Тоже только открылся. Смотрим. Называется Just a Little Brew Pub. Варят они пиво прямо здесь. Небольшая пивоварня. И ЦКТ тоже немного пока. Штук 5-6. Вроде 600-ки. Так, пильс. Есть у них и лагеры. Пилс, IPA разные. West Coast и New England. Гозы. Берлинер. Интересно. Начнем тестить мы с пилса. Отличный пилс. Следующее пиво. New England IPA. Новое на кране. Только сварили. Сегодня первый день. Очень ароматное, много хмеля. И притом почти совсем не горькое. Прямо как в стиле New England IPA. Ну и выглядит. Сейчас покажу. Ну вы поняли, будем пробовать сейчас все их. Швейцарцы угорают по-своему. Идем по променаде в Люцерне. Есть тут Irish Pub. И тут же рядом барчик, ресторанчик с местным швейцарским крафтовым пивом. Как переводится? Любовь к пиву и друзья, наверное. Стульчики прямо на речке. Взял я New England IPA. Большой у них выбор. 10 сортов на кранах, наверное, где-то. И в бутылках, банках тоже. Штук 30, не меньше. Прямо напротив главной достопримечательности в Люцерне. Мост, речка. И вдалеке горы. Пробуем. Вернулся я из отпуска после 2 недель. В общем, получается, пиво стоит 3 недели ровно. Стояло при комнатной температуре 22 градуса. pH так и не изменился, остался на 3,5. Сбродило до 2% плотности. Видно, что плавает муть. Ну уж больно хочется попробовать, что получилось.
фруктовенько-ароматный. Чувствуется pH 3,5 и небольшая горечь. Закарбонизовать и можно пить. Итак, эта бродильная емкость не рассчитана на давление, но дадим сколько сможет удержать. Ну, да, много не получилось, 0,2 бара. Но в данный момент мы это делаем не чтобы закарбонизовать, а будем охлаждать, насколько позволит холодильник. Уйдем на минимум и выдержим дня 3. Витринный холодильник работает на полную, но меньше 3 градусов плюс никак не может. Дадим сорбата, чтобы наши дрожжи больше не размножались, какие остались живые еще. С расчету 0,2 грамма на литр. Зацените, что у меня есть. 5 килограмм малины. Нагрелось пюре где-то 75-80 градусов, позволило убрать бактерии. Может, какие-то дрожжи еще были дикие. Ну, всякую гадость. Будем охлаждать до 30-25 градусов и заносить в наше пиво. Наконец-то остыло наше пюре малиновое, и можно его задавать в пиво. Все у нас тут продезинфицировано. Сейчас будет грязюка. Пиво получилось у нас 20 литров. Вносим 5 литров, 5 килограммов пюре. И в общем должно получиться 25 литров пива, где пюре составляет 20%. Все косточки осели, весь брух осел. Можно переливать в кеги. Система такая: подаем сверху СО2, чтобы не набирать сверху кислород. Буквально чуть-чуть, чтобы поступало с баллоном. Кеги тоже продезинфицированы. Наполнены тоже СО2. И сливаем. И оставляем кеги под давлением дней на 5. Вместе с малиной pH получился 3,4. Такой у нас сетап для розлива. Кег охлажденный, газовый баллон, система ITAP. Розлив я делаю где-то на 1,2-1,3 бара. И в кек и в бутылку одинаково.
Допустим. Пробки тоже продезинфицированы. Готово. Наконец-то наш малиновый саур готов. Полностью разлил я по бутылкам. И наконец-то время пришло попробовать. Уже нет сил терпеть. Конечно, я пробовал его во время дегустации. Но это было все равно не то. Все равно было недостаточно газированное. Ну, посмотрим. Запах прям пошел сразу. Ампельброй. Наша домашняя микробраурайка. Так, ну пены много. Непрозрачная. Но и не как смузи. Пахнет просто шикарно. Малиновым пюре. Фу, на улице жара. Как раз вовремя подошел саур. Напомню, было у нас сусло базовое 14%. Сбродили мы до 2. То есть получилось где-то 6 с копейками, 6,4, наверное, 6,3 плотности алкоголя процентов. И потом 20 литров, 25. Разбавили 5 килограммами пюре, ну, то есть сока, без алкоголя. Ну и в конечном итоге у нас получилось где-то около 5% по крепости. Будем пробовать. Просто балдежно. Для меня в меру кислая. Кто-то скажет, что сильно кислая. pH был 3,4 вроде. После того, как смешали. Может даже куда-то в сторону Берлинера уходит. Очень интенсивный вкус малины. Небольшая горечь, может из-за хмеля, но скорее всего из-за того, что мы задавали пюре. То есть скорее всего дали косточки еще свою горчинку и вкус. Обалдеть. Ну, такое, конечно, редко где попробуешь. Особенно у нас. Ну и, наверное, разлетится быстро это пиво. Поэтому надо варить следующее. Пока делал это, закончился IPA. Ну и сидр хочется, конечно, сделать. Пока лето. В общем, до следующих варок.